Вы заходите в зоопарк, подходите к вольеру и чувствуете запах попкорна. Горячего, свежего, как в кинотеатре. Вы оглядываетесь, ищете киоск с едой, а запах идет от животного в вольере. От зверя размером с крупную собаку, с мордой медведя, хвостом обезьяны и шерстью панды. Знакомьтесь, бинтуронг. Единственное животное на планете, которое пахнет попкорном. И это не метафора, это химия. 2008 год. Университет Дьюка, США. Химики анализируют секрет желез бинтуронга. Находят соединение 2-ацетил-1-пиролин. Это то же самое вещество, которое образуется при нагревании кукурузы. Именно оно дает запах попкорна. Но кукуруза нагревается до 180 градусов. Бинтуронг живой, температура тела 37. Как он производит это вещество при такой температуре? Науке до сих пор неизвестно. Бинтуронг живет в тропических лесах Юго-Восточной Азии, от Индии до Индонезии. Встретить его почти невозможно, ведет ночной образ жизни. Большую часть времени проводит в кронах деревьев на высоте 20-30 метров. Длина тела от 70 до 96 сантиметров. Хвост еще столько же. Вес от 9 до 20 килограммов. Самки крупнее самцов, иногда в 2 раза. Густая черная шерсть, длинные белые усы, маленькие округлые уши с белой каймой, морда медведя, тело кошки, хвост обезьяны. Но бинтуронг не медведь, не кошка, не обезьяна. Он принадлежит к семейству виверовых, родственник мангустов и геннет. И вот здесь возникает вопрос. Почти все виверовые – небольшие стройные хищники. Быстрые, наземные, весом 3-5 килограммов. Бинтуронг же весит 20, медлительный, неуклюжий на земле, живет на деревьях. Почему эволюция сделала его таким? Ответ – в его хвосте. Хвост бинтуронга цепкий. Он может обвиться вокруг ветки и удержать вес всего тела. Это редкость. В Старом Свете только 2 млекопитающих с цепким хвостом – бинтуронг и панголин. Все. У обезьян Азии и Африки хвосты не цепкие. Цепкие хвосты только у обезьян Южной Америки. Бинтуронг висит на хвосте, как капучин. Но он не примат, он хищник. Хищник? Тогда следующий вопрос. А что же он ест? 90% рациона этого хищника, не поверите, фрукты. Фикусы, инжир, манго, дикие бананы. А оставшиеся 10% – мелкие животные, яйца, падаль. Хищник, который питается почти как вегетарианец. У бинтуронга 42 зуба, острые клыки, мощные челюсти, но использует он их не для охоты, а для раскалывания твердой кожуры фруктов. А теперь самое важное. Бинтуронг – единственное животное в Азии, которое ест и переваривает семена фикусов целиком. Другие животные либо не едят фикусы, либо разгрызают семена, либо не переваривают их и выплевывают. Бинтуронг же проглатывает семя. Оно проходит через кишечник, выходит в помете, неповрежденное, готовое к прорастанию. Более того, прошедшее через кишечник семя прорастает в 3 раза чаще. Кислота желудка разрушает оболочку семени и упрощает прорастание. 2014 год. Группа ботаников из Малайзии отслеживает перемещение бинтуронгов с помощью радиоошейников. Обнаруживают, один бинтуронг за ночь проходит до 6 километров, оставляет помет в 20-30 разных точках. В каждом помете от 50 до 300 семян фикуса. Один бинтуронг распространяет до 6000 семян фикуса за одну ночь. Фикусы – основа тропического леса. Они плодоносят круглый год. Когда другие деревья не дают плодов, фикусы кормят обезьян, птиц, белок, летучих мышей. Без фикусов рухнет пищевая цепь. Без бинтуронга не будет фикусов. Это симбиоз длиной в несколько миллионов лет. Но есть проблема. За последние 30 лет популяция бинтуронгов сократилась на 30%, в некоторых регионах на 50%.
Каковы причины? Первое – вырубка лесов. Бинтуронг живет только в первичных тропических лесах, не может адаптироваться к плантациям или вторичным лесам. Площадь тропических лесов Юго-Восточной Азии за 30 лет сократилась на 40%. А вторая причина – браконьерство. В традиционной китайской медицине кости и мясо бинтуронга считаются лекарством. Из шерсти делают кисточки, из шкур – коврики. В Лаосе и Вьетнаме мясо бинтуронга продают на рынках, цена $15 за килограмм. Третья причина – торговля экзотическими животными. Детенышей бинтуронгов продают как домашних питомцев. Цена от $500 до $2000. Покупатели не понимают, бинтуронг не может жить в квартире. Он ночной, метит территорию, нуждается в огромном пространстве. Большинство купленных бинтуронгов умирают в первый год. 2019 год. Международный союз охраны природы переводит бинтуронгов в категорию «уязвимый вид». Прогноз таков: если темпы вырубки лесов и браконьерства не изменятся, через 50 лет бинтуронги исчезнут в дикой природе. А вместе с ними – фикусы. А вместе с фикусами – обезьяны, птицы, белки. Один вид тянет за собой десятки. Ну а сейчас вернемся к началу, к запаху попкорна. Почему бинтуронг пахнет именно так? Версия первая – маркировка территории. Бинтуронги живут поодиночке, встречаются только для спаривания. Такая встреча на одну ночь. Каждая особь занимает участок от 3 до 9 квадратных километров. Самцы метят границы секретом желез, наставляют запах на ветках, стволах, камнях. Запах попкорна уникален. Ни у одного другого животного такого нет. Возможно, это эволюционный способ избежать путаницы. Запах невозможно перепутать ни с чем другим. Версия вторая – привлечение партнера. Самки бинтуронгов рожают только раз в год. Период спаривания длится всего 10-15 дней. В это время запах самок усиливается. Самцы чувствуют его на расстоянии до километра. Запах попкорна – сигнал о готовности к размножению. Версия третья – самая неожиданная. Бинтуронг проводит большую часть жизни на деревьях, встречается с другими животными редко. И запах – это способ социальной коммуникации на расстоянии, как почта. Бинтуронг оставляет запах на ветке, другой бинтуронг проходит мимо через дня 2, чувствует запах, узнает. Здесь был сородич. Самец или самка, молодой или старый. Все это из одного запаха. А теперь самое удивительное. Ученые до сих пор не понимают, как бинтуронг производит 2-ацетил-1-пиролин при температуре-то 37 градусов. Это соединение образуется только при нагревании. В лабораториях его синтезируют при температуре выше 100 градусов. У бинтуронга нет таких температур. А значит, в его организме есть фермент или бактерия, которая катализирует реакцию при низкой температуре. 2022 год. Группа микробиологов из Японии исследует микробиом кожи бинтуронгов. Находят неизвестный вид бактерий. Эти бактерии живут в железах бинтуронга, питаются его секретом и в процессе метаболизма производят 2-ацетил-1-пиролин. Это симбиоз. Бинтуронг дает бактериям среду, бактерии дают бинтуронгу запах. Запах попкорна – результат эволюции длиной в миллионы лет. Результат сотрудничества млекопитающего и микроорганизма. И природа не создает ничего просто так. Бинтуронг висит на хвосте, потому что это дает доступ к фикусам на тонких ветках. Бинтуронг ест фикусы, потому что они доступны круглый год. Бинтуронг распространяет семена, потому что не может переваривать их полностью. Бинтуронг пахнет попкорном, потому что это помогает найти партнера и избежать конфликтов. Каждая деталь здесь – часть системы. И сейчас эта система рушится. Вырубают леса, охотятся на бинтуронгов, покупают их как игрушки. Популяция падает, фикусы перестают распространяться, лес меняется. Бинтуронг не просто милый зверек с запахом попкорна. Это инженер экосистемы, ключевой вид. Без него тропический лес Азии не будет прежним. В следующий раз, когда вы почувствуете запах попкорна, вспомните. Где-то в тропическом лесу Малайзии бинтуронг висит на хвосте,
ест фикус, оставляет помет с 300 семян, сажает лес, кормит обезьян, поддерживает жизнь сотен видов. И все это благодаря эволюции, благодаря симбиозу, благодаря миллионам лет адаптации. Природа, знаете, сложнее, чем кажется. И каждый вид уникален. И если вы узнали сегодня что-то новое, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие истории об удивительных представителях нашей дикой природы. Напишите в комментариях, какое животное разобрать следующим. И спасибо за просмотр.